Моя красотулька. Недели 3 назад я купила 2 саженца роз для нашего сада. И просто не могла нарадоваться и налюбоваться этим милым созданием. Покупала их в лавке на рынке. Продавец мне сказала, что это розы сорта Саламансар. Но приехав домой и рассмотрев фото с розами этого сорта в интернете, мне показалось, что розы Саламансар больше напоминают по форме пионы и с гораздо большим количеством лепестков. Моя же роза более классической формы. Возможно, произошла ошибка, а возможно, просто первый цветок был не до конца развит. В любом случае, я очень довольна этой розочкой, как ее формой, так и ее цветом. Второй саженец, купленный мной на рынке, был в бутонах и не было возможности оценить его цвет. Мне сказали, что это сорт Мисс Пигги. Но после того, как розочки расцвели, я усомнилась и в этом, так как на фото в интернете Мисс Пигги выглядит нежно-розовой с желтоватым оттенком в серединке. А моя очень яркая, чуть ли не с морковным окрасом лепестков, как будто Мисс Пигги немного в гневе. Этот оттенок роз меня немного разочаровал, он не совсем входит в мои планы. Я стараюсь придерживаться прованского стиля, высаживая многолетники нежных розово-белых и сине-желтых оттенков. Эту гармонию у меня нарушает только ярко-красная плетистая роза, которая цветет одновременно с белой гортензией, и в это время сад становится таким элегантным и немного похожим на королевский. Королевский сад уже, к сожалению, закончил свое цветение. Частые дожди помогли ему сделать это гораздо быстрее. Конечно, покупая саженцы роз у людей с рук, мы очень рискуем обмануться в своих ожиданиях. Несколько лет назад я купила 3 разных розы белых и розовых оттенков, а вырастила 3 желтые. Этот урок не пошел мне впрок. Возможность купить 2, а то и 3 экземпляра вместо одного очень соблазняет. Но и покупка в специализированных магазинах не всегда гарантия того, что вы получите желаемое. В этом году в одном садовом центре с довольно хорошей репутацией я купила 5 луковиц гладиолусов розовых и салатовых оттенков. Как видите, полученный результат очень далек от ожидаемого. Так случается, никто не застрахован от ошибок. Но, к счастью, мой сад никогда не бывает идеален, и поэтому я никогда не расстраиваюсь, если что-то идет не по плану. Еще одну розу сорта Джульетта я заказала на маркетплейсе. Джульетта уже в пути, и я надеюсь, что мы успеем полюбоваться ее цветением уже в этом году. А это наш Людовик. В комментариях Виолка интересовалась, где живут все мои коты и кошки. Так вот, Людовик – хранитель сада. Большую часть времени он проводит именно здесь, иногда для разнообразия отдыхая на чердаке мастерской. В этом году он погонял всех кротов, которые весной довольно активно рыли землю,
Не то чтобы я сильно обижалась на них за это, но у Людовика на этот счет свое мнение. На первом этаже мастерской сейчас живут Тинки и малютка По. Еще 2 недели назад они жили в доме вместе с Мухой и Винки. Но ребятки уже подросли, и их стало опасно держать вместе с кошечками. Тинки у нас очень пугливый, поэтому неделю просидел на шкафу. Мне все время приходилось доставать его оттуда, чтобы покормить и хоть немного успокоить. А вот малютка По всегда рад любым приключениям. Винки и Муха остались жить в Миланиной комнате. Их нельзя выпускать на улицу, так как мы в ближайшее время не планируем расширять кошачье семейство. Но в моей комнате вместе с Чапкой живет Розамунда, которая единственная из всех 6 гуляет там, где ей хочется. И по деревне, и дома, и в мастерской, и в саду, бегая на перегонки вместе с Людовиком. Ну а чтобы этот самый сад сделать еще уютнее, мы с вами сегодня будем пробовать лепить античные вазоны для цветов, используя в качестве формы вот такие пластиковые кашпо. Для начала нам нужно просеять песок. На 2 части песка берем 1 часть цемента, а именно на 1 ведро сеянного песка пол-ведра цемента. Все хорошенько перемешиваем. Этого количества песка и цемента мне хватило для заполнения 1 кашпо объемом 14,5 литров.
воду добавляем пластификатор в том количестве, которое будет указано в рекомендации на упаковке. Он нужен для того, чтобы повысить прочность, водонепроницаемость и морозостойкость раствора. Но несмотря на то, что мы добавили в раствор пластификатор, я все же не рекомендую хранить этот вазон зимой на улице заполненным водой или очень влажной землей. При замораживании, я думаю, этот вазон все-таки может треснуть. Пластиковое кашпо смазываем маслом. Я использовала обычное растительное. Это нужно для того, чтобы наше изделие легче выходило из формы после застывания. Отверстие в нижней части формы необходимо плотно закрыть. Накладываем немного раствора на дно формы и устанавливаем ведро, также смазав его маслом. В раствор также рекомендуется добавить немного фибры для армирования. Но я не нашла ее в строительном магазине, а заказывать на маркетплейсе уже не было времени. Так как у меня не было фибры, я добавила немного металлической сетки для армирования нашего будущего вазона. В ведро обязательно нужно поместить груз. Одного кирпича было недостаточно. Я положила сверху еще 2 и залила внутрь ведра воду. Груз должен быть основательным, иначе ваше ведро будет подниматься вверх по мере заполнения формы раствором, который нужно будет аккуратно добавлять вокруг ведра до самых краев вашего кашпо. Нижнюю часть кашпо тоже заполняем до самых краев. Нужно подождать несколько дней, чтобы бетон хорошенько застыл, а уже после доставать ведро. Одно из ведер доставалось с большим трудом, гораздо большим, чем это показано в видео. На дне ведра оказался бортик, который вцементировался в вазон и никак не хотел из него высвобождаться. К счастью, все закончилось благополучно, но при выборе ведра все же стоит быть чуть внимательней. Сам вазон из формы доставать было совсем несложно, а вот его подножием пришлось неслабо постучать. По всей видимости, в его форме есть небольшое расширение, которое затрудняло процесс извлечения. Но и здесь все закончилось успешно. В следующем году я посажу в эти античные вазоны другие растения. Возможно, какие-нибудь можжевельники или цветущие пеларгонии, ну а пока их украсят пышные кустики котовника. Ну вот, мы с вами сделали немного уютнее еще один маленький уголок нашего сада. Еще один маленький уголок нашей большой
планеты.